Сколько же человек работает на самых больших лайнерах в мире? Сегодня у нас серия про это. Мы затронем все департменты, кто здесь работает, кто кем управляет, как распределяются обязанности и вообще какое количество человек находится. В предыдущем видео мы рассматривали, как ремонтировать большой круизный лайнер, какие команды в этом принимают участие, кто за что отвечает и как происходит постановка в док. Но сегодня также меня просили многие комментаторы из ТикТока рассказать, какое количество человек здесь, из скольки департаментов состоит команда, кто чем занимается и вообще как сюда попасть. Ведь для многих это довольно-таки интересно бороздить океаны, побывать на другой стороне, так скажем, за кадром, увидеть все изнутри и решить для себя, стоит сюда идти работать или нет. Ну что, давайте начнем. Прежде всего мы начнем с того, сколько вообще человек в среднем находится на больших лайнерах. И на этот вопрос можно сказать что-то в районе 8000 человек. Сюда включается в районе 1300-2000 человек команды и 5-6 тысяч человек гостей. Можете представить какой-то маленький город, в котором находится до 80 тысяч. Можете представить, что это объем примерно маленького города, в котором проживает до 10 тысяч человек. И всех этих людей нужно обслуживать, давать качественный сервис, чтобы была вода всегда в каюте, кондиционирование, работал туалет. Также всю эту толпу нужно кормить, как-то развлекать, высаживать в разных портах и, конечно же, самое важное, обеспечивать им безопасность. И начнем мы с самых главных людей лайнера, которые входят, так скажем, человек 5-6. Самый главный, как ты понял, на любом судне это капитан. Он отвечает за всю операцию лайнера, за его безопасность, куда он идет, всю работу, постановку задач и контроль судна. Ему помогает также став-капитан. Это тот же капитан, но он в обычном флоте типа старпома. Далее для механического департамента это, конечно же, чиф-инженер или старший механик, дед, как его еще называют. Он главный за все технические части судна и что происходит с механизмами на лайнере, так как это очень важно поставлять воду, чтобы двигатели вообще работали и производили электричество. Следующий, четвертый важный такой начальник, скажем больше, это отель-менеджер. То есть это весь директор отеля, такие позиции существуют также на суше. В каких-то отелях вы можете видеть это повсеместно, который отвечает за весь отель и организует все так, чтобы гости были полностью счастливы и довольны сервисом. И пятый человек это HR, то есть главный человек, который отвечает за саму команду, если у него возникают какие-то проблемы, кого надо отправить домой, кто приезжает, документы, принятие решений по поводу новеньких, и который по сути отвечает за 1300 человек команды, которые прибывают в данную минуту на лайнере. Следующая группа людей это так называемая operational команда. Сюда включаются офицеры следующего уровня, они тоже относятся к топовым, но они уже отвечают за определенный департамент или equipment. Таких людей в районе 15 человек. Сюда включены staff chief инженер, главный электришен, газовый механик. Для отеля это chief security, который отвечает за всю безопасность и постановку детекторов, когда вы проходите на лайнер, и также всех security ребят, которые обслуживают безопасность судна. Различные офицеры мостика, safety офицер, первые офицеры на мостике и также первые механики в машинном отделении. Также сюда добавлены различные менеджеры ресторанов, интертеймента, которые отвечают за ваши развлекушки, сеньор-доктор и еще многие другие. Как я сказал, их в районе 15-20 человек. Следующий департамент это, конечно же, мостик. К ним относятся все штурмана, боцман и матросы, которые работают на лайнере, обеспечивают его проход от одного порта к другому, покраску, чистку, обеспечение безопасности путей, прокладки маршрутов и все то, что относится к навигации. Также сюда входят швартовки, отшвартовки, приходы и отходы. К этому департаменту относится человек 30-50. Далее следует департамент охранников. Он не такой большой, в них включается в силово человек 5. Это охранники, которые ходят по судну,
так скажем, маленькие офицеры, которые следят за безопасностью, чтобы никто не пил, не дрался. Если нужно вызвать где-то полицию, проверять на алкоголь и драг-тест. И еще разные различные функции. Конечно, также у них есть еще группа самих обычных охранников, каких-нибудь индусов, филиппинцев, которые просто, как обычные солдаты, стоят на передовой, встречают гостей, проверяют их сумки и тому подобное. Следующий отдел медицины. Здесь включены в районе 12 человек. Туда-сюда входят 6 медсестер, 3-4 доктора, различный персонал, который отвечает за public health, то есть это чтобы в отеле не появились какие-то крысы, тараканы и различная чепуха. И также еще пару вспомогательных медбрат, медсестер, такого персонала, который может вызван быть в экстренном случае. Следующий департамент — это crew office. Он нужен для того, чтобы вся команда, ты понял из названия, могли обратиться туда, решить свои проблемы, пополнить баланс денег на счету, когда они едут домой, какие паспорта, документы следует обновить. То есть занимаются чисто всеми членами команды. Как ты понял, 1300 человек надо контролировать, следить за ими документами, кто кого отправляет в следующем порту, вылеты, прилеты. В общем, большая головная боль. Для них, я так думаю, с моей точки зрения, так и представляете, каждый день к вам на ресепшн от команды кто-то приходит и жалуется с какими-то проблемами. И главное у них, с чего мы начинали, это HR Human Resource, который возглавляет этот департамент и помогает им коммуникации между офисом и судном, и также решать какие-то проблемы, которые они не могут решить сами. Ну и теперь переходим к самому важному департаменту. Это, конечно же, инженеры. В нашу команду входит в районе 100-110 человек. Это все, начиная от ремонтников в отеле, пламберов, всех, кто работает в машине отделении, офицеров и всех, так скажем, вспомогательных людей, которые приезжают на лайнер совершать какой-то ремонт. Из этих 100 человек в районе 35 офицеров и 70 рабочий персонал типа фитеров, пламберов, которые уже, как сказать, наши рабочие руки и помогают нам фиксировать все проблемы, утечки и разные возможные ситуации, которые происходят на круизном судне. Сюда немножечко отделяется, но к этим 100 человек можно включить также электронов. Это электрический, так скажем, департамент, куда входит старший электрик, и за ним уже первый, второй, и также обычные электрики, мальчики, которые бегают по отелю и меняют всякие лампочки, фиксируют мелкие проблемы на кухне с каким-то оборудованием. И парочку работает в машинной команде, которая изолирует, деизолирует электродвигатели и проводят разную инспекцию и занимаются лифтами и всем электрическим оборудованием. Следующий департамент, который довольно-таки важен для отеля и состоит из 25-30 человек, это entertainment. То есть это та группа людей, которая развлекает гостей наверху. В театре, в барах, в ресторанах, играет на пианино, это могут быть какие-то музыканты. Те, кто показывают акробатические шоу в атриуме на самой верхней палубе. Это люди, относящиеся к детскому саду, где ты можешь оставить своего ребенка. И взрослые могут пойти по своим делам, а ребенок останется, так скажем, в импровизированном детском саде, в котором будут за ним приглядывать. Следующий департамент, который относится к многочисленным, это отель. В отеле тоже распределены разные части, но один из больших это Hotel Operation. Сюда относятся все магазины, разные лавки, бары, где работают люди под субконтрактами с других круингов, которые устроены на лайнер. Там у них разная своя функция, свои фишки, как они устраиваются на работу. Но суть в том, это все люди, которые находятся в отельной части, в магазинах, в продаже, продают круизы, кто-то организует экскурсии на берегу и различные департаменты. Также я забыл упомянуть, сюда же входят в спа-комплекс, где обслуживающий персонал предоставляет спа-услуги, прически, ногти, в общем, все, что пожелаете, но это больше относится к девочкам. Следующий немаловажный департамент, который тоже относится к отелю, это уборщики кают. Их тоже довольно-таки много, я не могу сейчас сказать конкретное число, но это все те люди, которые обслуживают отель, каюты, уборку и убирают за вами каждый день. То есть те самые, кому вы даете чаевые чаще всего после того, как каюта убрана. Также это включает их менеджеров, директоров и кто вообще организует всю эту работу. Следующие важные люди
Это инвентарь-контроллеры. Их в районе 6 человек, и каждый отвечает за свою часть. Кто-то за отель, кто-то за машинную команду. И сами 3-5 человек, которые сидят на складе и выдают тебе запчасти. Их также можно немножко отнести к машинной команде, но в то же время они относятся и к отелю. Например, если тебе нужно какую-то запасную часть от чего-то, ты находишь ее в системе, приходишь туда, удаляешь ее оттуда, и они тебе выдают ее, и автоматически заказывается новая уже с берега, офис получает заказ, заказывается с магазина, и по цепочке доставляется уже на лайнер. Так что здесь не нужно тебе проводить инвентуру, как на обычном карго. Ну и последний департмент, который самый многочисленный на лайнере, это, конечно, бары, рестораны и все обслуживание отеля и сервиса, который происходит наверху. Ведь, как ты понял, всех нужно накормить. Сюда включаются шеф-повара, коки, которые просто готовят еду, официанты, которые обслуживают гостей. Также в каждом баре присутствует свой бармен, чтобы готовить разные коктейли, кто-то их разносит и тому подобное. Также у каждого ресторана есть свой маленький менеджер, который ответственен именно за свою эрию и за свой ресторан. Все эти люди работают в одной большой команде, помогают друг другу, кто-то может менять рестораны, работать в одном или в другом. Но этот департмент очень большой, и я вам точно не скажу, сколько там людей работает, но довольно-таки много. Так что мы не будем сильно углубляться в сами департменты. Если, конечно, тебе интересно, пиши в комментариях, я могу что-то рассказать подробней. Больше я, конечно, задействован в машинной команде. Но, как ты видишь, эта большая система выстроена и работает таким образом. Маленькие ребята, обслуживающий персонал, обслуживают на передовой линии, которые докладывают своему супервайзеру о проблемах или что нужно исправить или изменить. Дальше по цепочке менеджеры докладывают своим менеджерам, а те уже самым большим боссам, про которых я тебе говорил в начале. И самые важные проблемы или замечания уже доходят до капитана, который принимает какое-то одно решение по какому-либо вопросу. Поэтому, как ты понимаешь, капитану иногда некогда управлять лайнером. Он занимается отправкой имейлов, кучей митингов, собеседований, разных разговоров и пустого трепа, который частенько просто отнимает твое время. Так что как-то так работает лайнер и вся команда в 1300 человек. Если у тебя остались вопросы, мне будет очень приятно их выслушать, ответить на них. Также задавай новые и про что бы ты хотел увидеть следующее видео. Также ставь лайк, подписывайся на мой TikTok канал, там выходят видео каждый день по 2-3 видео о круизной жизни и его бэкграунде. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые, и подписывайся на канал.